Вне зависимости от того, сколько вам лет, 45 или 25, скорее всего вы знаете и любите песни исполнителей из этой страны или песни, написанные продюсерами и композиторами из этой страны. Будь то Ники Минаж, Backstreet Boys или The Weeknd, многие хиты были написаны шведами. Сегодня я расскажу, как и почему шведам удалось захватить мир музыки. Меня зовут Рома, это канал Рокабай про историю музыкантов. Подпишитесь на канал и устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Для начала давайте разберемся, действительно ли шведы так хороши в музыке. А раз уж на носу Евровидение, то давайте начнем с него. Евровидение в Швеции начинается с отборочного конкурса. Мелоди-фестивален — это самое популярное шоу на шведском телевидении. В среднем финал Мелоди-фестивален смотрит около 4 миллионов людей, почти половина Швеции. Из всех присланных за год заявок в финал попадают 32 артиста, но до самого Евровидения доходят обычно только те, чьи песни были написаны, скажем так, правильными людьми. Нет, это не значит, что в Швеции коррупция. Просто в Швеции сформировался целый рынок сонграйтеров, которые пишут хиты. Chiron Studios, The Family, Bass Flow Production и Jack & Coke спродюсировали и помогли написать почти все песни, которые вы слышали от Швеции на конкурсе Евровидения. Мелоди-фестивален проводит настолько серьезный отбор внутри Швеции, что за всю историю победители конкурса взяли на Евровидении первое место 6 раз. Больше побед только у Ирландии — 7. Суммарно первых, вторых и третьих мест у Швеции 13, из которых 4 только за последние 10 лет. Для примера, Республика Беларусь ни разу в финале не была. У Украины 5 призовых мест, а у России 9. Тут вы скажете: хорош, Франция занимала призовых мест 16 штук, а Великобритания так вообще 23, не убедил. Согласен, но если будете следить за Евровидением в этом году, делайте ставки на Швецию, они точно войдут в пятерку. Если вас не убедило Евровидение, то я утверждаю, что вы знаете очень много исполнителей из Швеции. Более того, ваши мамы и папы, да скорее всего даже бабушки и дедушки, тоже их знают. И это не Тота Кутунья и Адриано Челентано, которые их знали только в Италии и в Советском Союзе. Эти исполнители добились всемирного признания, и альбомы их продавались не только в Скандинавии и в Советском Союзе. Итак, несколько имен. Товлу, она же Тувело или Товло. В общем, она продала 20 миллионов копий. Avicii 30 миллионов. Zara Larsson 35. Ace of Base 50. Roxette 75 и ABBA больше 150 миллионов копий по всему миру. И это не считая артистов таких как Лики Ли, Доктор Албан, E-Type, да что там говорить, даже Crazy Frog из Швеции. А если вы предпочитаете поп-музыки, рок и металл, то из Швеции такие группы как Europe, The Cardigans, The Hives, Opeth, In Flames, Meshuggah. Напишите в комментариях, кого из ваших любимых шведских групп я не назвал, наверняка там еще много. На мой взгляд, этого уже достаточно, чтобы убедиться, что шведы действительно захватили мир музыки. Но давайте будем честными. Кто сейчас покупает альбомы? В стриминговых сервисах ни один из перечисленных мной выше артистов не добился действительно большого количества слушателей. У Тувло в Spotify 16 миллионов слушателей, у Zara Larsson 18, у Avicii 25. В то время как у Кэти Перри 30 миллионов, у Леди Гага и Майли Сайрус по 40 миллионов, а у Weeknd аж 72 миллиона слушателей. Вот в чем дело. Песни для всех этих артистов пишут, вы поняли. Chiron Studios, The Family, Bass Flow Production и Jack & Coke писали песни практически всем известным на весь мир звездам, таким как The Weeknd, Майли Сайрус, Pink, Кэти Перри, Мадонна, Леди Гага, Тейлор Свифт и еще много кто. Теперь, когда я вас наконец-то убедил, надеюсь, я готов рассказать, в чем секрет шведов. А точнее, 2 секрета. Первое – это язык. Согласно докладу Европейской комиссии от 2012 года, 86% шведов говорят по-английски. Выше процент только у Нидерландов и Мальты. Для сравнения, в Республике Беларусь это около 12%, в России вроде как столько же, а про Украину и другие страны СНГ мне не удалось найти данные, так что если знаете, поделитесь в комментариях.
Английский в Швеции настолько в ходу, что на улицах можно услышать, как шведы говорят вперемешку на шведском и на английском. Точно так же в личной переписке. Я даже спрашивал, почему так происходит, но мне ответили, что я просто не миллениал. Но ведь... Если честно, и продавцы на кассах говорят по-английски лучше меня. Британцы вон шутят про уровень английского в Швеции. I stopped a Swedish guy in the street and I said, "Excuse me, do you by any chance speak English?" And the guy said, "Oh yes, but just a little bit." And the guy just went, "Yeah, mate, basically, head down the street over there, you take a right, you take a left, there's an intersection there, there's... Well, fuck you, a little bit of English." Вы спросите, а почему так-то? Чего вдруг шведы так хорошо говорят по-английски? Разумеется, английский преподают в школах. Иногда с 3-го, иногда даже с 1-го класса. Одна моя знакомая из Швеции сказала, что в школе им всегда говорили, что английский знать обязательно. Просто потому что носителей шведского в мире всего чуть больше 10 миллионов. Куда ни поедь, по-шведски никто не будет говорить. Но дело даже не в том, что в школах преподают английский. На постсоветском пространстве тоже преподают, и что-то таких результатов не видно. А дело, вы не поверите, в телевизоре. Дело в том, что в Швеции не дублируют ни фильмы, ни передачи. Все идет со шведскими субтитрами, даже в кинотеатрах. Ну, кроме совсем детских мультиков, их все же дублируют. Вы спросите, а как субтитры на шведском помогают учить английский? Русские субтитры вряд ли помогут вам в изучении английского. И тут вторая фишка. Английский очень близок к шведскому по грамматике. Грамматика очень похожа. И, грубо говоря, если в предложении на шведском языке заменить шведские слова на английский, смысл от этого не потеряется, а некоторые слова даже будут похожи. Вдаваться в подробности лингвистики не будем. Если вам интересно почитать про это побольше, в описании я оставил ссылку на статью, в которой разбираются различия двух языков. Ну и, наконец, самый главный секрет шведов раскрыл Макс Мартин, сонграйтер студии Chiron, автор I Can Feel My Face, The Weeknd и Baby One More Time Бритни Спирс. Когда его спросили, как ему удалось достичь успеха, он ответил: «Я всем обязан музыкальной школе». Для того, чтобы понять, что такого необычного в шведских музыкальных школах, я поговорил с несколькими людьми, которые в них учились. Начнем с цифр. В 2016 году из 290 коммун Швеции музыкальных школ не было только в 7. На 10 миллионов человек приходится около 400 тысяч учащихся в музыкальных школах. Обычно в классах на одного учителя приходится по 4 ученика, хотя иногда бывают классы, где и по одному. Но говорят, что 20 лет назад на одного учителя всегда приходился один ученик. То ли учеников было меньше, то ли преподавателей больше, но я часто слышу, что государство стало хуже спонсировать музыкальные школы. Но судя по последним сводкам новостей, которые я нашел, в 2015 году правительство одобрило новый бюджет с дополнительными 100 миллионами крон в год на финансирование музыкальных школ. Так что через 5-10 лет на Евровидении будет побеждать только Швеция. Кстати, про спонсирование. Раньше обучение во всех музыкальных школах было бесплатным, но сейчас бесплатных школ почти нет. Средняя цена за семестр в Стокгольме примерно 800 крон, при средней зарплате в 25 тысяч крон. А если у вас нет инструмента, то его можно арендовать прямо в школе, причем почти любой, кроме разве что фортепиано. Цена вопроса 300 крон в семестр. Итого 1100 крон в семестр. С учетом того, что такси от аэропорта до центра стоит 500 крон, мне кажется, музыкальные школы тут очень доступные. Ну и самое главное, шведские музыкальные школы не зациклены на классике. Тут ее вообще практически не преподают, а чаще всего учат по популярным песням, например, The Beatles. А самое главное, весь фокус на удовольствии и игре учеников друг с другом. Поэтому в Швеции так много групп, и никто после музыкальной школы не говорит, что в жизни не прикоснется к инструменту. На музыкальных школах обычно ничего не заканчивается, и люди в Швеции часто продолжают заниматься музыкой, будучи уже взрослыми. Тут очень популярны хоры. Хоры, разумеется, есть при церквях, но совершенно не обязательно быть религиозным, чтобы присоединиться к такому хору. Если вам не нравится идея идти петь в церковь, можно пойти заниматься в кружок хора для взрослых. Хоры есть в некоторых компаниях. Да что там говорить, хоры настолько популярны, что по телевизору долгое время шло шоу «Битва хоров». Kör Slaget. Вообще не Slaget, а Laget. Одна моя знакомая сказала, что знает 40 человек, которые поют в хорах. И нет, она не познакомилась с ними в хоре. Она сама в хоре не поет. 40. Я, конечно, этой цифре не поверил и пошел искать данные. На момент 2019 года в Швеции было примерно 600 тысяч человек, поющих в хорах. А самому старому шведскому хору, хору церкви Iterlennes, больше 200 лет. То есть любовь к музыке в Швеции появилась даже не в прошлом веке. Итого,
Доступное образование и по стоимости, и по количеству школ, ориентация на удовольствие и командную работу, многовековая традиция пения – это раз. Английский в школе, английский с субтитрами в телевизоре и кинотеатрах и всего 10 миллионов носителей шведского как напоминание о том, что без английского никуда – это два. Мне кажется, именно эти два фактора и сделали шведское чудо возможным. Победы на Евровидении, известные на весь мир артисты и песни, которые пишут шведские авторы. Разумеется, я мог что-то упустить, но мне кажется, что секрет завоевания шведами музыкального мира раскрыт. Оставляйте в комментариях ваши любимые шведские группы, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Меня зовут Рома, и это канал Рокабай про историю музыкантов. Надеюсь, вам было интересно. Всем всего хорошего. Пока.